Привет, друзья! Сегодня хочу показать вам, как приготовить хлеб фокачча на опаре бига. Поехали! Вот так выглядит моя бига после ферментации. Она находилась в холодильнике 18 часов, и теперь она полностью готова к работе. Если вы не знаете, что такое бига, у меня на канале есть несколько подробных видео, где я объясняю, зачем она нужна и как ее приготовить. Поэтому я вам оставляю ссылочку вот здесь и в описании под данное видео. Поэтому сегодня я, собственно, долго на ней не буду задерживаться, а будем приступать к замесу теста. Сначала нам нужно нарвать бигу на небольшие кусочки и отправить ее в миску. После этого добавляем воду. Теперь нам нужно хорошо размочить бигу в воде, чтобы потом эти кусочки равномерно распределились по тесту. Полностью раствориться во воде она не должна, да и у нас это не получится. Наша задача сделать кусочки как можно мельче. Когда бига уже хорошо размочена, нам нужно добавить муку. Сегодня я буду делать фокачча с гидратацией 80%. Это означает, что общее количество муки нужно умножить на 80%, и так мы получим общее количество воды для теста. Но здесь нужно помнить, что в самой биге, которую мы добавили, тоже есть мука и вода. Поэтому, когда мы рассчитываем гидратацию, обязательно нужно учитывать всю муку и воду, в которой включается в рецепте, и который, соответственно, есть в самой опаре. Добавляем муку. Здесь я использую мука, которая сильная. Что означает сильная? У нее сила W выше, чем обычной муки. У меня 330%. И содержание протеина 13,5%. Насколько у вас сильнее мука, настолько она лучше при ферментации будет удерживать углекислый газ. И, собственно, получится та самая воздушная фокачча с правильной текстурой и большими бульбочками. А теперь нам нужно все это начать размешивать. Размешиваем наши ингредиенты и после этого добавляем оливковое масло. Для фокачча это обязательный ингредиент. Оно делает тесто более ароматным, мягким и эластичным. Также добавляем соль. Обычно для фокачча ее добавляют примерно 2-2,5, максимум 3% от общего количества муки. Ну, тут уже вам нужно ориентироваться на свой вкус. Теперь все это хорошо нам нужно перемешать. И будем мешать его до тех пор, пока мы не получим первых признаков клейковины. На данный момент наше тесто достаточно липкое, и, если честно, оно будет такое все время, потому что у нас очень высокая гидратация. Но нам нужно вымешивать тесто до тех пор, пока мы не получим, как я говорила, первые признаки клейковины. Это означает, что тесто начнет становиться более эластичным, и оно не будет сразу рваться, а будет больше тянуться. Я, конечно, буду это делать вручном, поэтому, если честно, вы будете делать с тестомесом, я вам слегка завидую. Мне этот процесс займет где-то 10-15 минут. Когда тесто стало более эластичным и однородным, нам нужно его оставить на отдых, примерно на 30 минут. И обязательно мы его накрываем, чтобы оно не засохло. После этого будем делать растягивание и складывание, где-то 2-3 раза в интервале 30 минут. Благодаря этому процессу мы будем еще раз тренировать клейковину, и она будет еще лучше развиваться. И таким образом наше тесто станет еще крепче и будет лучше удерживать форму и удерживать углекислый газ. Теперь накрываем, и когда придет 30 минут, я вам покажу, как делается растягивание теста. Руки должны быть слегка влажными, чтобы тесто не прилипало. Берем один край теста, аккуратно растягиваем и кладем сверху. Затем также растягиваем второй край и накладываем его нахлест на первый. Повторяем то же самое с третьим и четвертым краем теста.
Наше тесто уже готово, мы 3 раза его растянули, и теперь нам нужно его отправить во форму, где, собственно, будет проходить ферментацию, потому что во фокаччи главное именно вкус и текстуру, а чтобы получилось правильный вкус и текстуру, нужно длительная холодная ферментация, поэтому нам нужно подготовить форму. Я уже рассказывала в предыдущих видео, когда я делала фокаччи, какая форма лучше всего выбирать. Сегодня я выбираю форму с антипригарным покрытием, и нам нужно отправить достаточно большое количество оливкового масла, и его нужно распределить по всей форме. Когда мы это сделали хорошо, нам теперь нужно, собственно, отправить наше тесто туда. Перекладываем тесто во форму, слегка поливаем небольшим количеством оливкового масла и слегка его растягиваем по форме. Затем обязательно накрываем пищевой пленкой, но не вплотную. Готовое фокаччи мы отправляем в холодильнике при градусах 5-6 где-то на 12-15 часов. А после этого я вернусь к вам, и мы продолжим рецепт. Ребята, прошло 16 часов, и я вернулась, потому что наше тесто уже готово к выпеканию. Теперь самый ответственный и самый главный момент – это сделать характерную форму для фокаччи. После ферментации тесто значительно увеличилось в объеме и стало очень подвижным. Это все из-за высокой гидратации. Снова поливаем его оливкового масла и смазываем чуть-чуть руки. Аккуратно вдавливаем пальцы в тесто, создавая характерную форму для фокаччи. Посмотрите, какие большие пузыри у нас получаются. Это признак хорошей текстуры. Сверху посыпаем солью, и фокаччи готово отправляться в духовке. И теперь отправляем в предварительно нагретую духовку до 180 градусов, где-то на минут 15-20. Все, конечно, ребята, зависит от вашей духовки. А после этого я уже вернусь с готовым результатом. Ребята, наша фокачча получилась замечательно. Посмотрите, ее текстура, она именно то, что нужно. А вкус я вам не могу передать. Это нереально вкусно. Поэтому, если вы любите такой вид хлеб фокачча, то обязательно попробуйте ее на опаре Big. Вкус совершенно другой. Если вам понравился сегодняшний рецепт, то обязательно ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребят. Пока!